На борту поисково-спасательного вертолета капитан Ричард Кларк вел машину, вглядываясь в бескрайние просторы Южного океана. Вдруг его внимание привлекло странное движение на горизонте. Это оказался небольшой остров Эстер, редко упоминавшийся в навигационных картах из-за крутых обрывов и отдаленности от главных морских путей. Остров давно был забыт исследователями и картографами, оставаясь скрытым от посторонних глаз, что только усиливало его ореол тайны и недоступности. Второй пилот, Аарон Миллер, сначала не понял, что именно заметил его командир, но спустя несколько мгновений разглядел на песчаной полосе темные знаки. Подняв вертолет выше, они отчетливо увидели буквы, выцарапанные в земле. Это был сигнал бедствия. На этом забытом Богом острове кто-то ждал помощи. Когда вертолет осторожно опустился на берег, их встретила группа людей. Лица обгорели под палящим солнцем, тела ослабли от голода и жажды, они едва держались на ногах. Это были несчастные, выброшенные сюда после кораблекрушения. Рядом торчали обломки лодки, с помощью которой они, видимо, пытались покинуть остров. Следы на песке и полуразрушенное судно красноречиво говорили о том, что их борьба за жизнь длилась уже очень долго. Но Ричард заметил надвигающийся шторм. Понимая смертельную опасность, он принял решение сбросить людям еду и радиопередатчик, чтобы они смогли дождаться возвращения спасателей. Те умоляли их не улетать, но капитан не мог рисковать экипажем. Вернувшись на базу, команда начала срочную подготовку к новой операции. На рассвете следующего дня они вновь прибыли на Эстер. Пострадавших эвакуировали в кратчайшие сроки, врачи сразу оказали им помощь. Ричард, несмотря на пережитое напряжение, ощущал глубокое облегчение. Спустя несколько месяцев он получил письмо от Сары, одной из спасенных. Она благодарила его за решительность и отвагу. Эта история стала легендой береговой службы, а имя Ричарда Кларка превратилось в символ мужества и надежды для тех, кто оказался в ловушке на морских просторах. Так закончилась трогательная история о силе духа, спасении и вере.